Представители знака зодиака Стрелец. Приветствую вас, мои дорогие стрельцы. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю. С 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие события спешат на ваш порог. С чем это будет связано? Кто или что спешит в вашу жизнь? Возможно, это конкретная персона, человек. А может быть, это какая-то новость. И знаки судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? Или что вам важно услышать? К чему все идет в конечном итоге? Давайте узнаем. И первый у нас карты пасьянса. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Мы не выносим вердиктов в наших раскладах. Мы, глядя на метафору карт, пытаемся переложить те дела, вопросы, которые присутствуют в вашей жизни, и у каждого они свои, на те подсказки, которые нам хотят сказать карты, или какой-то альтернативный вариант. Конечно, интуиция нам в этом помогает, но я надеюсь, все же какой-то вопрос, может быть, вы продумаете для себя, но несколько в другом ключе, или варианты решения найдете. Итак, мы смотрим. Я смотрю, смотрите и вы тоже. Что же идет на ваш порог, мои дорогие стрельцы? Неделя не такой большой срок, а все же. Это в разрезе истории. Практически ничего. А мы люди. И для нас это определенный жизненный этап, период. Не вижу пока подсказок. Идем дальше. И у вас выпадает сердце, любовь, знаки внимания, ваши близкие, ваши любимые. Или это вас кто-то любит, в ваш адрес тоже будут такие энергии. Или вы будете о ком-то заботиться. И открытый путь. Может быть, вы с вашим любимым человеком на расстоянии. Тут меня смотрят люди из разных стран, и у каждого своя какая-то ситуация. Это была, может быть, достаточно сложная. И пока у вас словно закрытый был путь, не могли вы что-то осуществить, или вы не могли оформить какие-то документы, но, видимо, как лед тронулся, или теперь какие-то более позитивные моменты будут, когда вы сможете осуществить либо встречу, либо то, что вы хотите именно по личной истории. Здесь тоже открываются новыми перспективами. Сердце выпадают, а еще и роза. Это любовь и открытый путь. Открытый путь к продолжению отношений. Или, если это необходимо, помириться. Может быть, для кого-то это актуально, правда? Потому что у кого-то из вас, может быть, как ссора была, как разбитое сердце было. Или даже если вы сейчас находитесь, к примеру, была у вас прежняя история, и она завершилась. К сожалению, да, вы именно о чем-то сожалеете. Не получилось что-то прежде осуществить. Но это, скорее всего, было ну, как по судьбе, или назовите, сила непреодолимых причин вызвала именно ту ситуацию, по которой вы можете, ну, где-то тосковать, горевать. Вот есть такое. И все же, мои дорогие стрельцы, какая-то перезагрузка. И причем конкретная, потому что сразу открытый путь. Жизнь для вас должна заиграть новыми красками. Кстати, у вас может быть знакомство. А кто-то, и я такое тоже допускаю, поскольку у вас совпало два значения. Вот как цыганка, да, поэтому и называется цыганский расклад, пасьянс. И выпадал нож. Так вот, лицо, не конкретно цыганка, а прописано лицо. То есть это тот человек, которого мы не знаем очень хорошо. И здесь двояко. У кого-то это может быть конкретно какая-то конфронтация с человеком, которого вы не знаете, или вы ему не доверяете, или вы можете прийти к выводу, что какому-то человеку не стоит доверять, или просто новое знакомство. Вот здесь может быть совершенно разная палитра. Причем у кого-то это может совпадать так, что прежняя история даже любви, которая закончилась, может быть, фиаско, или просто она закончилась в силу причин непреодолимых событий, которые происходили вокруг вас, то, что вы не могли изменить. И вот теперь на смену каким-то разочарованиям вам приходит новое знакомство,
Но вот самые разные направления в той или иной мере, в той или иной области все равно будут какие-то продуктивные контакты, мои дорогие стрельцы. И то, что вас будет радовать или открывает вам путь. Это больше оптимизма, это больше радости, это больше возможностей. И правда, у вас еще и совпадает молния, неожиданное свидетельство о чем-то. Или неожиданная новость, неожиданная информация. Вы можете как и услышать или узнать что-то такое. Давайте разложим до конца. Но я больше вижу, что вот этот нож, знаете, это как пустые какие-то разговоры. Мельница выпадает, это вообще ни о чем. Много времени потеряли, беседовали с кем-то, а в итоге мы ни к чему, никакому знаменателю не приходим. Может быть, и есть, когда хочется с кем-то, ну, разобраться, мои дорогие. Давайте посмотрим. Но, тем не менее, будьте внимательны к информации. Кто знает, ведь иногда даже те персоны, которые нас не вызывают ни доверия, ни вообще желание продолжать это общение. А они ведь тоже нам могут принести какую-то информацию, и каким-то образом вы ее можете переложить на свою жизнь. Или для чего-то она вам может быть полезна. Может быть, вы по этой информации и не соглашаетесь, но нам, кстати, не говорят, что это фейк. Поэтому даже если вот эта молния для кого-то из вас поначалу, ну, кажется или выглядит как что-то неправдоподобное, нет смысла что-то оспаривать. Просто перепроверяйте. Перепроверяйте, правда, информацию. И не торопитесь. Может быть, и доверять кому-то тоже все же. В этом ключе я вижу. Даже если есть у вас какое-то приятное общение. Вот на данный период времени, мои дорогие стрельцы, вас это радует. Ну и все. Этого уже достаточно. Хотя бы для вдохновения, правда? Чтобы мы, ну, где-то в одиночестве не горевали. Вот и так у кого-то ведь тоже может проиграться. Но то, что перед вами уже как новый этап жизненный или новая эра жизни открывается, не случайно ведь выпадает вам ключ. У кого ключи? У Иерофанта. А мы всегда говорим, это нам по судьбе. Вот и вам по судьбе какие-то открытые дороги, открытые пути к любви, к взаимопониманию. И повторюсь, даже если прежняя история была так себе, значит, вы можете отстроить новую историю. Хотя я все же допускаю, что для кого-то, а у нас Венера до 13 числа как раз по воскресенье в ретро-движении, и могут возвращаться наши бывшие. Или, если эти бывшие из разряда совсем бывшие, с кем вы, ну, абсолютно не хотите какого-то продолжения, тогда примите во внимание – вы с этим человеком должны все точки над «и» расставить. То есть он тоже не просто так вернулся в вашу жизнь, как будто на доработку. Не доработку его, а именно для вас какой-то порядок в этом нужно довести. Может быть, что-то в документах для себя пересмотреть или обезопасить свою жизнь от этого человека, или что-то прописать. По ретро-Венере мы можем пересматривать брачные контракты, мы можем вообще любые контракты пересматривать. Поэтому даже если люди возвращаются, и это касается, допустим, прежнего места работы, тут ведь тоже мы, будем мы продолжать, будем мы в чем-то участвовать или нет, будет это способствовать вашему прогрессу или нет. Но, повторюсь, или какие-то события могут возвращаться, или это происходит через людей. И значит, для чего-то это вам нужно. Но у вас на кону. Мы в этом раскладе, в пасьянсе можем с вами складывать крайние карты, как и по горизонтали, так и по вертикали. И у вас солнце выпадает. Солнце – это удача. Но это еще и тот вопрос или какая-то тема, то, что вы хотите осуществить, чему вы будете уделять внимание последующие 6-8 месяцев. Солнце – это всегда еще символ выбора правильного направления. Так вот, как правильное направление, возможности, радость, может быть и удача где-то, и одновременно открытый путь. Поэтому, ну, где-то застревать в прошлом точно нет. А если кто-то к нам возвращается, значит, это мы не все еще точки над «и» расставили, или не все еще как бы предопределено. Нужно некоторую ясность либо добавить, либо, может быть, что-то по закону, составляя документ, прописать. И так я могу тоже допустить. А у вас еще выпадает бокал, и это гости. Либо вы можете куда-то быть приглашены в гости, тогда обязательно отправляйтесь.
Либо какой-то человек к вам может приехать в гости. Или, может быть, какая-то будет вами планирована встреча. И я тут вижу, что открытый путь. Не сидите буквально в заперти. Наоборот, выйти в какие-то новые контакты, в новые возможности. Иными словами, вы можете чувствовать, что я сейчас словно на пике перемен между прошлым и будущим. И где-то это так и происходит. Поэтому, если прошлое возвращается, все расставить по местам. Для чего? Для того, чтобы более свободно, более счастливо идти вперед. Вот что-то хорошее у вас тут намечается на эту неделю. Смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу я пока совпадений, мои дорогие стрельцы, поэтому давайте дополним картами Таро. Так что уже идет на ваш порог? Достанем эту карту, пусть они нам карты Таро уже прояснят. С чем это может быть связано? Может быть и действие со стороны вас, со стороны конкретного человека, что идет на ваш порог. И следующая карта. Кто или что спешит в вашу жизнь? Может быть, это одно какое-то событие, они между собой не связаны. И второе. Знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы или что для вас будет важно услышать или нужно знать? И по второму варианту знаки судьбы. К чему все идет? Первый вариант. Ну ладно, две карты, значит, так тому и быть. Может быть, это что-то будет продолжаться, или с какой-то темой вы должны окончательно разобраться. И здесь вот тоже, да, кто или что спешит, для чего это вам нужно, или к чему все идет. Достанем карту, это как сфера ваших достижений, работа, бизнес, деньги. Энергии смотрим. Любовь и личная жизнь. Так что же идет на ваш порог? И всегда паш– это новизна или начало каких-то отношений, или пусть это даже где-то по работе. Это может быть творческий проект, это может быть специальность, которую вы хотите приобрести, или это то дело, которое вы хотите осуществить. В целом это какое-то обновление в вашей жизни, правда, мы уже об этом с вами говорили. Символично, что ключ и обновление, ну, уже не будешь действовать как прежде, или какая-то перезагрузка, она предусмотрена. А у кого-то из вас что идет на ваш порог? Вопросы детей для тех, кому это актуально. Может быть, какое-то предложение, кстати, или конкретно какая-то информация, которую вы должны додумать, узнать, переложить на какие-то более практичные рельсы. Знаки судьбы. Интересно к этой информации, что нам подскажут карты. Возможности, мои дорогие, возможности по деньгам, возможности по работе для тех, кто ищет работу. Здесь нужно рассмотреть, предположим, вы пробовали, имеете диплом, специальность, свою профессию, но вы искали работу, ну, как бы в другом ключе или в каких-то определенных организациях. Вот вам нужно свой горизонт поиска расширить, потому что на этой неделе вы ее можете найти. По тузу Пентакли это еще и новость. По тузу Пентакли этого в принципе, знаете, как бизнес попробовать с нуля или открыть свое дело с нуля. Потому что мы как садим пентакль, да, это как пробные шаги. Первые, очень символично, по пажу жезлов. И в последующем из этого зернышка один пентакль мы вырастим денежное дерево. Может быть и на работе, как предложение новой должности. Это всегда возможности. Но еще и карты могут говорить получение денег, почему бы и нет. Или какая-то важная бумага, документ, который вы можете подписать, но с учетом пажа жезлов. Это решение какого-то документального вопроса, который может быть, ну, в каком-то немного альтернативном варианте. Все-таки паж– это начало, то есть доизучить, видоизменить или сделать, поступить как-то несколько иначе, нежели вы поступали прежде. То есть есть вот такой момент, когда нам нужно рассмотреть какие-то варианты и еще не отталкиваться только от того, что нам знакомо, понятно или привычно. И тогда вот по тузу Пентаклей какая-то возможность. Знаки судьбы. Не упустите какую-то возможность. Одним словом, мои дорогие стрельцы, так к чему же это все идет? У кого-то ведь может быть знакомство, кстати, с человеком, который моложе вас. И это может произойти даже на работе. На работе или когда вы решаете какие-то дела, вопросы. Ух ты!
Я думаю, вам понравится. Очень люблю эту карту "Рыцарь жезлов". Ну, понятно, десятка пентаклей, она всем приятна. Так вот, по рыцарю жезлов — это драйв. Да, это говорят. Будь готов к неожиданностям. Но это не стоячее болото, это интерес к жизни. Это действительно какие-то поездки, переезды. Это вообще динамика жизни, бодрость, когда нам что-то нравится. Но, может, и временами что-то и не нравится, а тем не менее, это карта скорости и быстроты нашей реакции в том числе. Где-то карта говорит о том, что не откладывай что-то на завтра. Иначе сегодня возможность есть, а завтра возможности этой не будет. Вот, может быть, об этом, как знаки судьбы, подсказки высших сил, или что вам важно услышать и важно, нужно знать. Не отложите чего-то на потом. Мы часто думаем: ага, вот сегодня есть возможность, ну дай-ка подумаю, завтра все взвешу и уже потом решу. Вот мы решили, а возможности нет. Поезд уехал, ушел, а на кону десятка пентаклей. И у кого-то это может начаться даже со знакомства. Или вы можете начать, допустим, как меняете социум, меняете общение, какие-то новые люди приходят в вашу жизнь, просто новое знакомство, даже без возраста, не привязываемся к возрасту, как новый человек в вашей жизни. Но где-то ведь это может быть, это у нас повторяется, и с цыганским пасьянсом тоже. И каким-то образом вот это знакомство у вас может быть продолжено. Или вы нужны друг другу для чего-то. Такое тоже могу предположить. Ну, нам не говорят ни про любовь какую-то или не про абсолютное доверие, но, тем не менее, какая-то концепция прогресса, мои дорогие, она точно у вас идет. Вам дается какая-то альтернативная возможность. Так вот, тут ее нужно увидеть раз и не отложить на потом два. И по десятке пентаклей — это карта нашего благополучия, счастья. Почему часто это как и сами деньги, или это вопросы нашего жилища, места нашего пребывания, дома, конкретно где вы находитесь или планируете находиться. И тут у каждого своя какая-то задача. Кто-то продает, покупает недвижимость, значит, не упустите какую-то возможность, потом не повторится. А кто-то просто ищет, может быть, в аренду. Тут у каждого своя задача. Тоже есть возможность найти. Заработать деньги. Опять есть возможность. Или для себя, может быть, через новое знакомство изменить личную жизнь, если вы один или одна. По-разному. Кто или что спешит на ваш порог? Правда по судьбе. И я должна сказать, мои дорогие стрельцы, тут вам дважды, трижды нельзя чего-то упустить. И карта Иерофант — это как какие-то возможности, словно высшие силы вам хотят сказать, что ничто не происходит, стрелец, в твоей жизни просто так. Пришло, может быть, и время подвести некоторые итоги, но это лишь для того, что какая-то перезагрузка, и ты должен устремиться вперед. Хотя, если мы говорим, кто или что спешит в вашу жизнь, это может быть связано с конкретным человеком, и вы должны все расставить по местам из буквы закона, мои дорогие. Я уже говорила об этом вскользь. Может быть, перезаключить какие-то контракты, договоры, прописать что-то на бумаге, может быть, где-то себя и обезопасить, смотря в каком контексте лежит ваш вопрос. Значит, все нужно сделать по системе, по традициям, по букве закона, повторяюсь, или по тому, как, знаете, ваши ощущения. Вот вы какой-то тему, может быть, оформили в документах, или вы для себя с чем-то определились, и на пару шагов вперед продумать, а это может быть к развитию или имеет какой-то прогресс. Здесь нужно немножко видеть на перспективу, безусловно, потому что по этой карте нам еще говорят, что ты должен идти вперед. И не случайно, опять же, ключи. У вас открытый путь. И здесь вам само пространство Вселенной открывает, опять же, какую-то возможность. Здесь взаимосвязано, может быть, у кого-то как и личная жизнь, так и вопросы документов, дел или денег. Знаки судьбы давайте по иерофанту. На кону ваше солнце. Значит, даже какие-то неприятные темы, которые связаны, ну, тут с разными событиями, может быть, и через личную жизнь, у кого-то через бывших, тоже, значит, человек не просто так вернулся. Какой-то последний аккорд вы должны сыграть, мои дорогие стрельцы.
Или если вы один или одна, проститься с одиночеством. Вот это точно. По крайней мере, на этой неделе это сделать будет легче. Солнце– это еще и карта выбора правильного направления. Это то, что на полгода. И вот это солнце, которое в крайних рядах у вас совпало. Два солнца. И вам карты все однозначно, что пасьянса, что Таро говорят. Тебе вот отсюда именно, стрелец, полный вперед. Не упусти какую-то возможность, к чему все идет. Будь готов к тому, что ты столкнешься с разными людьми. Тебя будут уговаривать на что-то. Каждый будет в каком-то своем ключе или со своим собственным интересом пытаться с тобой провзаимодействовать. И здесь могут, с одной стороны, чтобы мы на что-то согласились, нам льстить, или наоборот, что-то могут доказывать. Ты туда не ходи, тебе туда не надо. Почему нет, да? Тут ведь все методы хороши, если человек поставил себе в план вас к чему-то приобщить. Вот нас именно пытаются приобщить, а мы не должны приобщаться. Сохраняйте свой собственный дзен, внутренний баланс. Это будет вам помогать. По семерке жезлов лучше отступить полшага назад. Поэтому куда-то вы и не торопитесь, ведь у вас два старших аркана. Где-то вам по иерофанту говорят всему свое время. Но не пытайся все пока, ну, для себя уже, как знаете, сказать, ну вот теперь все и точка. Да нет, тут еще какое-то многоточие будет тоже следовать. Я не имею в виду по части контактов с людьми, ну, может быть, и так даже. Но вы-то должны внутренне с чем-то определиться. Ваша задача все, опять же, расставить по местам. И даже если вы сейчас находитесь в каком-то затруднительном положении, по семерке жезлов мы занимаемся своими делами, будет очень важно для вас, может быть, карты нам хотят, вам, точнее, мои дорогие стрельцы, хотят именно сказать, что ты устрани какую-то многозадачность из своей жизни, потому что, иными словами, ты сейчас кому-то что-то пообещаешь, а потом ты будешь вовлечен в свои дела, вопросы. Но поскольку на тебе будет лежать какой-то груз ответственности в той или иной мере или области, ты будешь связан как по рукам и ногам. Ты уже кому-то что-то пообещал или ты подписал какой-то документ. Поэтому будьте внимательны, что вы подписываете, кому вы что обещаете или во что вы включаетесь. Но для тех, кто один или одна, мои дорогие, прекрасная перезагрузка. Поэтому не время хандрить. И если есть возможность куда-то поехать, просто сами, даже если никто никуда не приглашает, пригласите себя сами. Из путешествий, поверьте, мы всегда возвращаемся совершенно другими. Я обожаю путешествовать. И даже если у меня не получается поехать куда-то далеко, я еду куда-то поближе. Но я знаю, что это перезагрузка. Вот даже когда мы просто наблюдаем из окна, не из окна дома, из окна машины, из окна автобуса, из окна поезда, да, из окна самолета. Почему? Нет. За тем, что происходит вокруг. Мы понимаем, что мы именно живем. Мы чувствуем вот этот самый жизненный драйв. Мы чувствуем активность. Мы чувствуем, что наша жизнь может и должна быть счастливой. Сфера достижений. Мы всегда по тройке мечей подводим итоги. И хоть и такая карта почему-то считается, что плохая, вот я ее люблю. И кто смотрит мои расклады, тот часто слышит, я ее называю карта здорового равнодушия. Почему? Тройка мечей– это то, что нас ранило. И это отнюдь не на этой неделе. Это наш какой-то печальный опыт. Это тот сгусток боли, который прочно засел внутри нас самих. И он нам не дает сделать вот эту самую перезагрузку. И даже если была какая-то грустная история, неважно, с чем она была связана, нам эта карта говорит, да, ты должен оставить как свой какой-то опыт. То есть все равно есть какой-то опыт, который мы не должны повторить. И в контексте опыта вот оставляем как ситуацию и идем вперед. Почему я часто говорю здоровое равнодушие? То есть то, что нас больно ранило, теперь не ранит. Оно нам дает увидеть какой-то процесс без вовлеченности или без того, что мы заново что-то переживаем. И это своеобразное утешение. Поэтому дела, работа, бизнес, что-то тут не строилось, что-то не складывалось. Но теперь вы можете расставить все по местам. И это как символ утешения. Может быть, это отчасти по документам. Или, мои дорогие, кто ищет работу, откуда-то ведь к нам деньги приходят, правда?
Найти работу, мы уже с вами об этом говорили. Или для себя рассмотреть, может быть, даже новую специальность, новую профессию. И в данном случае здорово помогает, когда мы владеем каким-то ремеслом. Ремесло ведь всегда во благо, потому что когда мы умеем делать что-то своими руками, и неважно, кто-то ремонтирует автомобили, а кому-то нравится стричь людей, кому-то, может, маникюр, педикюр, да, но я вот просто для примера, первое, что мне приходит в голову. И когда мы это осваиваем, а освоить мы это можем за считанные месяцы, у нас профессия в руках. И где бы мы ни находились, в любой точке мира, для нас это открывает возможность заработка, а то и личного бизнеса, мои дорогие. Поэтому, ну, переложите в реальности вот эту подсказку. Какое-то разочарование заканчивается, но и самому себе помочь увидеть эти самые возможности. Это будет во благо. Личная жизнь. Ну, наверное, выход из какой-то пустоты или выход из разочарования и по личной жизни. Тут у вас полная перезагрузка. По восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его находим. И, кстати, человек идет налегке, обратите внимание. Вот эти кубки, такие золотые, красивые, он даже не оглядывается. Не совсем карта про материализм. Конкретно нам говорят о том, что, ну, есть какая-то история, которая нас достала, мы говорим, да, или дошла до какой-то последней точки. И вот теперь, видимо, последний аккорд вы сыграли и идете вперед. Правда, события, которые могут касаться где-то и работы, где-то и денег, и личной жизни, или вашего в целом благополучия, могут в эту неделю сплетаться в один клубок. Но для вас расставить как раз по местам за эти 7 дней, или, по крайней мере, вот это направление, да, которое подсказывается как и по аркану император, и по открытому пути, или восьмерка кубков, когда мы видим это самое направление. И мы точно знаем, чего мы не хотим продолжать. Иногда этот вопрос самому себе, если задать, чего я не хочу продолжать, мы тогда точно и более конкретно знаем, чего мы хотим продолжить. Но быть честным с самим собой, потому что для вас как новые пути дороги. И пусть для нас еще, как вот этот путь, он и еще пока непонятен. Мы не знаем, с чем мы столкнемся наперед. Но вот и карта нам говорила, да, будь готов к неожиданностям. Но, наверное, это в любом случае лучше вперед, чем замереть в прошлом или в каких-то разочарованиях, или словно застрять в каком-то в болоте, да, из каких-то бывших дум, из бывших сомнений, может быть, даже, или когда мы долгое время находились в пустых ожиданиях и надеждах. Так ведь тоже бывает. Поэтому вот такой вот выход из лабиринта и последующий, вы с чем-то определяетесь, это точно, потому что в центре нашего расклада Солнце. Да и здесь-то, собственно, началось с того же открытый путь к Солнцу. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.